Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие сюрпризы от Вселенной вас ожидают? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад, либо на диагностику негатива, телефон под видео. И, ребят, напишите в очередной раз, откуда вы. Много новых подписчиков, гостей канала. Напишите, из какого вы города, из какой страны. Только пишите обязательно, ребят, все пишите. Итак, смотрите. Вы человек, который очень любит стабильность. Вот стабильность – это ваше все. Вы не такой, не суетливый человек. Даже в чем-то, я бы сказала, медлительный. Особенно с возрастом вот хочется как-то покоя, становитесь все больше домоседом. Кто-то даже, может быть, дачку где-то прикупил, либо же, если у вас частный дом, вот вы начали все больше в огороде копаться, да, ну, либо же мечтаете, чтобы у вас была дача. Вы человек такой ночной, я бы сказала, что вы активничаете ночью, возможно, поздно спать ложитесь, да, вы любите и помечтать, и, знаете, вот как говорится, с закрытыми глазами подумать о чем-то таком насущном, да, вот представляете, как у вас появится там эта там машина, квартира, еще что-то, ну такой мечтатель вы, романтик в душе. Я вам скажу, что у вас довольно неплохо развита интуиция. У вас есть такие качества, вот если их развивать, вы довольно неплохим магом можете стать, но по какой-то причине вы не развиваете. У кого-то это страх, у кого-то это отсутствие возможностей, да, нет времени и так далее. Причем это может быть даже по родовой части. Кто-то у вас уже в роду, ну, в таком ваше семейное древо, да, кто-то занимался либо же магией, либо же целительством, то есть у вас этот момент наследственный. Далее, вы человек, который водной стихии, возможно, да, ну, может у кого-то проиграться, то есть рак, рыба, скорпион, да, очень любите воду. И начиная от плавания там в речке, либо же в морях, океанах, конечно же, вы любите даже в ванной полежать. Вот вроде бы это банально, но полежать в ванной, это вы тоже любите. Но, знаете, еще такой момент, что вот у вас бывали в жизни такие периоды, что был какой-то то ли хаос, да, вот хаос, не знали, куда пойти, куда податься. Это могло быть связано с какой-то вот нерешенной ситуацией, да, это могло быть даже связано, сейчас вот уточню, это могло быть связано вот именно с каким-то, то ли это развод, то ли это конфликт с женщиной, что вы ушли, да, ушли, расстались с человеком, ну, либо же она ушла, да, опять же, у кого как проиграется. Ну, то есть был хаос, вот куда пойти, куда переехать, где, может быть, снять жилье, может быть, переехать в другой город. Ну, то есть вот такие вот непонятки были в вашей жизни, но вы их, в общем-то, успешно решили. Но был какой-то вот такой период хаоса. Далее, что мне еще о вас скажут? Однозначно, вот вы человек, который и любит, и умеет вот именно работать на земле. Но даже вот смотрите, у кого нет такого вот частного дома либо дачи, вы человек очень трудолюбивый. Вы абсолютно не боитесь работы. Причем у кого-то может даже проигрываться, что вы, ну, то ли компаньона имеете, то ли, может быть, напарник, да, вот бывает даже в автобусе ездит, ну, который далеко, да, вот рейсовые такие автобусы. Может быть, вы с напарником работаете и очень так неплохих отношениях, может быть, даже дружеские такие отношения. Вообще вы мечтаете куда-то умчаться, но умчаться, чтобы вот все просто от вас отстали. Потому что есть некоторая такая усталость, вот вселенская усталость, именно моральная какая-то, душевная, да, когда хочешь умчаться куда-то на край земли, отключить все телефоны, гаджеты, и чтобы все тебя забыли и оставили в покое. Есть такой момент. Я не вижу, кстати, у вас любимой женщины. Причем это может проиграться в разных ситуациях. Смотрите, поскольку это общий расклад, конечно же, вы все это переворачиваете под себя.
Даже у кого, допустим, вроде бы и есть отношения, но мне их не показывают, потому что их отношениями, в общем-то, так и не назовешь. У кого даже, допустим, брак есть сейчас, вы же вроде бы живете с женщиной, мне не показывают, потому что браком это не назовешь. Потому что рядом чужой человек, потому что рядом не жена, а просто чисто соседка. Отзовитесь, ребят, у кого такая ситуация, с которой вы, возможно, уже какой-то период живете и ночуете, естественно, в разных комнатах. Вы живете либо ради детей, либо ради там каких-то материальных, да, вот таких благ, чтобы не делить машины, квартиры. Вот напишите, ребят, у кого такая ситуация проиграется, потому что я знаю, что есть. Я уже по комментариям так периодически просекаю, да, кто живет, кто не живет. Я уже так ваши истории более-менее знаю. Но вот не вижу, чтобы ваше сердце было занято. Конечно же, несерьезные отношения, вот романы какие-то, тем более одноразовые, абсолютно не беру во внимание. Вы прекрасно знаете, кто меня смотрит, потому что девочки, однодневочки, они даже недостойны никакого внимания. Вы сами это понимаете, это все такое, знаете, отработанный материал, это все, ну, я их называю помойное ведро, вот таких девочек, да, вот, ну, не хочу никого обидеть, но тем не менее, это мое мнение, что такие женщины, ну, как минимум, помойное ведро. Далее смотрим, ребятушки, какие же сюрпризы от Вселенной вас ожидают. Знаете, у кого-то из вас появится новый четвероногий друг. Причем вот почему-то мне кажется, что это будет либо же подарок, да, либо кому-то, кстати, могут подбросить вот то ли котика, собачку, а вы такой человек сердобольный, можете забрать. Но вот я все-таки склоняюсь, что вам кто-то из близких вот ну, такой сюрприз сделает. Вот сделает сюрприз. Причем, знаете, вот в вашу жизнь также ворвется какая-то такая новость. Это будет для вас шоковый шок. Это будет очень такой, знаете, приятный сюрприз от человека, которого вы очень давно не видели и не слышали, естественно. Это такой привет из прошлого. Может быть, кто-то из ваших друзей, там, я не знаю, может быть, первая любовь объявится. Ну, то есть человек, с одной стороны, вы будете безумно рады, а с другой, да, вот у вас какое-то смятение чувств будет, что делать, да, может быть, помчаться, захочется пообщаться с человеком, захочется, ну, вот вспомнить былые времена. То есть у вас будут такие, знаете, периоды, когда адреналин будет зашкаливать. Вот именно впечатление, вот старые вот эти вот знакомства, да, у каждого по-своему, опять же, проиграется. У кого-то друг, у кого-то это может быть бывшая любовь, у кого-то еще. Ну, то есть это приятные сюрпризы с прошлого. Вот вы длительный период не общались с человеком, а потом раз, человек объявился. Далее, еще какие моменты? Я вам скажу, что у кого-то из вас еще будет такой неожиданный, ну, то ли отпуск, да, вот, то ли какой-то вот перерыв в работе. То есть что-то пойдет не так в вашей жизни, что вы хочешь не хочешь, а отдохнуть придется. Это может быть неплановая поездка, да, это может быть распустят, потому что скажут, ну, извини, там, да, производство пока останавливается, да, хоть это и печалька, но тем не менее какой-то месяц, либо же там 2 недели работы не будет, да, вот вынужден сидеть дома, то я вам скажу, что среди вас есть люди, которым просто, ну, жизненно необходимо отдохнуть. Вот именно морально отдохнуть. И с одной стороны, да, вот когда ты не работаешь какой-то период, да, тебе плохо, вроде бы как-то не очень хорошо, потому что денежку нужно зарабатывать. Но я не скажу, что у вас нет запасной такой подушки, да, которая могла бы, ну, финансовой подушки, я имею в виду, которая могла бы стать таким подспорьем. Как раз вам такой отдых и нужен. Я вам скажу такой момент, что вот Вселенная, да, высшие силы, они ведь видят, как мы все живем, да, и видят, вот когда какой-то человек работает на износ, да, когда, допустим, ну, полно забот, хлопот, проблем,
когда человек реально уже, ну, как выжатый лимон, нет сил, да, это все выносить. Довольно часто вот именно Вселенная посылает, к сожалению, даже какие-то неприятные моменты, вплоть до того, что человек либо же может заболеть, либо же там руку-ногу поломать, не, ну, упаси Господь, конечно, да. Но это очень часто уже люди, это уже сами потом понимают, что Вселенная таким образом хочет просто уложить в постель, да, просто чтобы человек хотя бы таким образом, но отдохнул от всего того, что происходит в его жизни. Поэтому вот я к чему это говорю? Тот вынужденный такой отдых, который может произойти в вашей жизни, это будет в плюс, потому что вы отдохнете, вы расслабитесь, вы банально, вот как на карте, можете просто лишний раз в ванной полежать, потому что из-за какой-то своей такой суеты, либо же графика своего такого рабочего, когда приходишь домой и падаешь без задних ног, и уже ничего не хочется и не можется, вам будет такой маленький подарок судьбы. Далее я вам скажу, что у кого-то из вас еще сбудется какая-то вот такая, казалось бы, несбыточная мечта. Это опять же может касаться вот путешествий, да, вот почему-то мне идет поездки, путешествия постоянно. Но вот именно то, о чем вы давно мечтали. Вот мечтали именно, я думаю, скорее это либо же за граница будет, но другая страна однозначно. Здесь будет такая, знаете, вот как будто позвонят вам и скажут, вот горячая путевка, давай махнем куда-то там, я не знаю, на Мальдивы, допустим, да. Вот в таком плане. Потому что многим из вас, вот, ну я сужу по раскладу, конечно, многим из вас требуется отдых. Вот напишите, ребят, вот как вы считаете, морально вы устали, ну, может быть, даже кто-то и физически, да, особенно если у вас такая работа выматывающая. Я вам скажу, что сюрпризы в вашей жизни не заканчиваются на этом. Наверное, самый главный сюрприз – это будет появление новой женщины в вашей жизни. Причем она так войдет как-то в вашу жизнь совершенно незаметно. Вы сначала будете общаться просто вот как хорошие знакомые, да? Вы будете общаться обо всем и ни о чем. Вы даже поначалу как-то не будете думать о том, что что-то может быть с этой женщиной. Но опять же, у каждого будет своя причина. Очень часто бывает, знаете, вот когда люди встречаются, поначалу даже не нравятся, да, а потом влюбляются. Здесь тоже может проиграться такая ситуация, но опять же мы не привязываемся, потому что это общий расклад, и мы не можем всех под копирку, да, вот как по шаблону, всем одинаково предсказывать. Но опять же, эта женщина, знаете, она будет очень светлая, очень позитивная. Я не скажу, что она молоденькая девчонка, она приблизительно, ну, такого среднего возраста. Женщина очень такая юморная, с ней всегда не соскучишься, с ней очень весело. Она такая, знаете, любительница и животных, она любительница природы, любительница тоже куда-то сходить, там и на природе побыть, там шашлыки, куда-то съездить, речка, море и так далее. То есть она любит активный образ жизни. Естественно, вы будете под нее подстраиваться, потому что чем больше вы будете с ней общаться, тем больше вы будете с ней влюбляться, и, конечно же, у вас начнутся с ней отношения. Это женщина, которая перевернет вашу жизнь. И вообще, знаете, у вас как будто начинается период каких-то сюрпризов, удивлений, да, ну, хороших, конечно же, удивлений. Может даже у кого-то проиграться момент, что вы купите себе, неожиданно купите ту вещь, о которой давно мечтали, но либо же денег не хватало, либо же пытались на себе вот как-то экономить, да, вот, ну как обычно бывает, многие люди живут для кого угодно, но не для себя, да, особенно если для детей живут, кто-то для родителей, а про себя думают в самую последнюю очередь. То есть здесь может проиграться, что вы купите себе то, о чем вы мечтали. Но, наконец, вот знаете, плюнул и купил. Как говорят некоторые, сколько той жизни, да, вот что я все экономлю, да экономлю. Нужно жить здесь и сейчас. А у нас так повелось, что
К сожалению, да, вот еще наши мамы, бабушки, вот те поколения, они вот жили по таким правилам, знаете, вот психологи их называют синдром отложенной жизни. То есть мы постоянно что-то откладываем на завтра, а завтра может и не быть, к сожалению. Вот нас так с детства воспитывали, я думаю, вы это прекрасно понимаете, вы на себе это прочувствовали, что вот не трать, а то на завтра там вдруг что-то произойдет, да, вот как говорили, на черный день, ну да, конечно, заначка какая-то должна быть, но когда ты постоянно себе откладываешь, да, вернее отказываешь, да, и откладываешь это на завтра, ну это тоже не очень хорошо. Вот я знаю даже из моих там знакомых, даже вот мои бабушка с дедушкой, да, которые уже на небесах, к сожалению, вот они имели троих детей, да, вот 3 дочки у них было, вернее, они есть, да, вот моя мама, там ее сестры. И они всю жизнь, вот бабушка с дедушкой, они всю жизнь себе отказывали, потому что детям, да, там они на книжку ложили деньги, там в Сбербанк, да, вот они складывали денежки, они не доедали, боялись лишнюю конфетку скушать, потому что это дочкам, понимаете? Они, я не знаю, там даже одежду пытались, ну так, по минимуму покупать, да, потому что все лучшее детям. И я сейчас понимаю, да, вот как они жили. Они, по сути, вот, ну, что они видели? Они все отдавали, они все откладывали, да, а когда жить? Поэтому я не призываю, конечно же, обделять там детей, еще кого-то, но просто хоть немножечко не забывайте о себе. Вот не забывайте. Хочется вам что-то купить, да? Ну, если это позволяют ваши средства, ну, купите. Ну, реально, завтра может и не быть. Мы не знаем, что предначертано, да, кому столько отведено. Поэтому, ребят, у вас полно будет сюрпризов, балуйте себя. У вас начинается очень такая классная белая полоса и полно сюрпризов от Вселенной. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!